Маргарита только что родила 2 прекрасных девочек, и все прошло очень хорошо. Отец Тимоти был рад, что у них родились здоровые девочки. Врач попросил их провести быстрое обследование своих дочерей, и они оба согласились. Когда доктор вошел в палату, он услышал нечто, заставившее его побледнеть. Малыши что-то бормотали друг другу. Доктор снова подбежал к Маргарите. Он сказал Тимоти и Маргарет, что нельзя терять ни минуты. Они должны немедленно обратиться за помощью. То, что он услышал, могло быть опасным. Доктор почувствовал, что происходит, но ему нужно было подтвердить свои подозрения. Но затем у Тимотео случился сильный приступ. Врач посоветовал Тимоти успокоиться, но Тимоти этого не сделал. Когда другие врачи услышали, что происходит, они немедленно бросились к близнецам. Доктор услышал что-то, что могло представлять опасность для близнецов. Доктор не хотел рассказывать о том, что он услышал. Доктор вызвал Маргариту и Тимотео к себе в кабинет. Он задал несколько основных вопросов об их жизни. Мне нужно было знать, что происходит. Тогда Маргарита рассказала ему о своей жизни, о своем образе жизни, и отношение доктора полностью изменилось. Что я сделала? Он кое-что понял. Когда он нес плачущих новорожденных близнецов в аналитическое отделение, доктор не мог не задуматься. Как мы докатились до такой ситуации? На мгновение он замер, услышав, как они снова что-то бормочут друг другу. Теперь доктор понял, что совершил большую ошибку. Мне жаль. Все его лицо покраснело, и он едва может смотреть в глаза Маргарет или ее мужу Тимоти. Они никогда раньше не видели его таким. Что происходит? Когда он наконец начинает говорить, все, что он может, это заикаться. Я совершила большую ошибку. Глаза Маргариты расширяются и наполняются слезами, когда доктор произносит эти ужасные слова. Но какую ошибку допустил врач? И о чем шептались близнецы? После 3 лет попыток забеременеть Маргарет и ее муж Тимоти были готовы еще раз услышать слова доктора «извините». Они уже начали думать, что у них не будет детей. Поэтому, когда они узнали, что она беременна, для них обоих это было как воплощение мечты. И Тимоти и Дейзи прошли через всевозможные тесты, чтобы выяснить, может ли наука объяснить им, что происходит. После стольких попыток единственным правдоподобным объяснением стало предположение, что с ними что-то не так. К счастью, этого не произошло. Врач ждал их, чтобы сообщить хорошие новости на следующем осмотре. Врач поприветствовал пару и сказал: «Маргарита, у вас не будет ребенка. У вас будут близнецы». Они с Тимоти не могли в это поверить. Конечно, они никогда не теряли надежды, но были готовы услышать те же плохие новости, что и всегда. «Тим, скажи мне, что это не сон», – попросила Маргарита, пожимая мужу руку. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. И, вероятно, так оно и было. Беременность была не единственной трудностью, с которой пришлось столкнуться паре. За месяц до рождения близнецов Маргарита смотрела телевизор, когда внезапно почувствовала болезненные спазмы в животе. По крайней мере, именно так она смогла лучше всего описать ситуацию, поскольку понятия не имела, что с ней происходит. Нервничая из-за того, что с ее малышами что-то не так, она позвонила Тимоти и рассказала ему, что испытывает сильнейшие боли в животе, которые у нее когда-либо были. Он побежал домой, чтобы забрать ее. Они решили еще раз посетить врача, чтобы Маргарита смогла описать симптомы в надежде, что он поймет, что происходит. Они только молились, чтобы ничего серьезного не случилось. Подъезжая к больнице, они заметили длинную очередь на парковку. Тимоти решил оставить Маргариту у входа, пока будет искать место. Он приехал как раз вовремя, чтобы забрать жену, которая направлялась к врачу. Это было неподходящее время. Маленькая больница была переполнена, и врачу пришлось принять Маргариту в обеденный перерыв из-за ее плотного графика. Врач был немного взволнован и торопился. Маргарита описала все свои симптомы и опасения, пока он выслушивал ее живот с помощью стетоскопа.
После того, как он надавил пальцами на некоторые участки живота, врач пришел к выводу, что причин для беспокойства нет. Я был уверен, что спазмы в желудке могли быть вызваны пищевым отравлением или стрессом. Врач извинился и поспешно ушел. Я была полна решимости съесть что-нибудь за последние 10 минут, которые у меня оставались на обед. Маргарита и Тимотео были обеспокоены. Спешка доктора встревожила их, так как они думали, что он даже не обратил внимания на это. Маргарет, когда она описывала свои симптомы. Конечно, он был ее врачом, и она хотела доверять ему, но, похоже, его больше беспокоил ее обед, чем ее почти невыносимые спазмы в животе. Как он мог правильно оценить ее состояние всего за несколько минут? Мог ли он узнать, что с малышами что-то не так, просто нажав на живот и послушав через стетоскоп? Пришло время подумать. Понимая, что они мало что могут сделать, они решили вернуться домой и довериться доктору. Тимоти пошел за машиной, а Маргарет ждала его в нескольких шагах от двери, через которую он вошел ранее. Он припарковал машину на соседней улице, так что скоро вернется. За это время Тимоти начал чувствовать себя лучше после того, как врач поставил ему диагноз. Не было причин сомневаться в словах доктора. Он знал, что доктор был известным акушером. В тот день он был особенно занят, потому что женщины из соседних городов всегда приходили к нему за консультацией. Кроме того, Тимоти знал, что его врач никогда не рискнет поставить неверный диагноз только потому, что он слишком занят или спешит пообедать. Тимоти остановил машину, и Маргарита села в нее. По дороге домой он пытался успокоить ее, используя все аргументы, которые только пришли ему в голову, когда он садился в машину. Однако его слова оказались пустыми. В течение следующих нескольких недель боль в животе продолжала усиливаться. Шли дни, и частота и интенсивность приступов увеличивались. В этот момент и Маргарита, и Тимотео были очень обеспокоены. Маргарита решила, что на этот раз она не поедет в больницу. «Вы могли бы попытаться связаться со своим врачом по телефону». Ему не пришлось долго ждать. Когда врач приходит на прием и узнает о симптомах у той же женщины, он пытается ее успокоить. Он настаивал на том, что причиной всех его болей был стресс. Но в тот день, когда Маргарет должна была вот-вот родить, боли внезапно прекратились. Вернувшись домой, пара поступила так, как поступила бы любая другая пара. Они искали информацию, они нашли множество сайтов в интернете. Они успокоились, когда прочитали, что это нормально, когда фактическая дата родов отличается от ожидаемой. Однако их опасения возросли, когда они узнали, что это определенно необычный график. Задержка родов на несколько недель без каких-либо признаков начала родов. В это время Маргарита и Тимотео ежедневно разговаривали с доктором по телефону. И хотя в течение первых 2 недель он старался их утешить, сам начал немного беспокоиться. Конечно, он знал, что беременность может продлиться на несколько дней дольше ожидаемой даты родов. Но Маргарита уже превысила ожидаемый срок более чем на 3 недели. Вы ничего не пропустили, когда Маргарита сообщила о болях в животе? Он выполнил обычные процедуры, аускультацию и пальпацию, и не обнаружил ничего странного. Но продолжительная беременность женщины вызывала серьезные сомнения в ее диагнозе. Если бы он что-то упустил, каковы были бы последствия его возможной ошибки? Однако он мог кое-что сделать. Тогда врач забеспокоился еще больше. Недолго думая, он связался с Маргаритой, чтобы узнать, как она себя чувствует. Боль не вернулась, что было хорошим знаком. Что не было хорошим знаком, так это то, что у нее не начались схватки. Поэтому врач дал ей несколько советов о том, как вызвать роды естественным путем. Но когда ничего не помогло, она вспомнила, что есть кое-что, чего она еще не пробовала. Одним из естественных способов вызвать роды, о котором упоминал доктор, было занятие любовью. Но из-за всех этих забот Маргарет меньше всего хотела заниматься любовью.
Тимоти очень поддерживал ее и хотел лучшего для своей жены и близнецов. Они перепробовали все, кроме секса. Но когда Тимоти наконец убедил ее, все изменилось к лучшему. Вскоре после этого Маргарет почувствовала, что все ее тревоги рассеялись. Однако спокойствие не продлилось долго, так как он начал чувствовать острую боль в животе. Видимо, это сработало. Она рожает. Когда Тимоти понял, что происходит, он немедленно надень что-нибудь и помог. Маргарита в машину. Сев в машину, они поцеловались и отправились в больницу. По дороге в больницу Тимоти позвонил врачу и сообщил ему, что у Маргариты несколькими минутами ранее начались схватки. Когда они прибыли на место, ее уже ждали родильницы. К счастью, он позвонил заранее, так как в итоге у них оставалось всего несколько секунд в запасе. С тех пор все, казалось, происходило очень быстро. Пробыв в палате менее 10 минут, один из младенцев начал кукарекать, как петух. Они были вынуждены сделать это немедленно и вызвали врача, чтобы тот приехал и помог. Тимоти и Дейзи пробыли в больничной палате не более 10 минут, когда это произошло. Комнату наполнил пронзительный крик одного из младенцев. Супруги посмотрели друг другу в глаза. Они оба знали, что это должно произойти сейчас. К счастью, одна из медсестер проявила решительность, и на помощь был вызван врач. Доктор быстрым шагом появился из-за угла, удивив Тимоти с первого взгляда. В этот момент они оба осознали, что уже общались раньше, в тот момент, когда этот врач так грубо отмахнулся от забот Маргариты несколько месяцев назад. Было ли это совпадением? Как этот врач все еще мог помочь им на этом критическом этапе? Хотя Тимоти понял это в одно мгновение, Маргарет испытывала слишком сильную боль, чтобы даже поднять глаза и поприветствовать доктора, не говоря уже о том, чтобы узнать его. Тимоти понимал это. С одной стороны, хотелось попробовать отказаться от помощи доктора. Однако он понимал, что времени осталось мало и действовать нужно быстро. Вероятно, больше никто не смог бы вовремя оказать помощь. Тимоти, естественно, следил за тем, как доктор выполнял последующие действия. Когда все было подготовлено быстро и профессионально, доктор, казалось, полностью погрузился в процесс. Это значительно успокоило Тимоти. Он снова сосредоточился на своей жене, у которой начались схватки. Теперь ей требовалась любая поддержка, которую она могла получить от него. С этого момента все стало немного легче. Через полчаса после приезда врача на свет появился первый ребенок. Тимоти взял новорожденного на руки. Она с трудом могла поверить, что смотрит на собственного сына. Они быстро перерезали пуповину, а затем он передал ребенка медсестре, которая была рядом с ним. Однако работа здесь еще не была закончена. Конечно, на свет появился второй ребенок. Как это часто бывает с близнецами, именно второй доставляет больше всего проблем. По крайней мере, еще 2 часа Маргарите приходилось тужиться. В конце концов, по прошествии этого времени у них наметился некоторый прогресс. Маргарита почувствовала, что отдала всю энергию, которая еще оставалась в ее теле. В то время Маргарет была очень измучена, но она сохраняла энергию, думая о том, что не хочет делать кесарево сечение. Это помогало ей держаться до конца. И, наконец, второй ребенок начал петь. Она почувствовала облегчение. Тот факт, что этот ребенок тоже появился на свет с высоко поднятой головой, позволил ему немного расслабиться в больничной палате. Это был второй ребенок, которого пара наконец-то родила на земле. Они родились, и Маргарита выполнила свою миссию. Теперь он мог наконец отдаться своему изнеможению. Они ненадолго подержали второго ребенка, прежде чем медсестра быстро забрала его для проведения обычных анализов. Теперь у Тимоти была дополнительная просьба. Причина, по которой Тимоти обратился с другой просьбой, заключалась в том, что во время беременности у них возникло ненормальное количество проблем.
Тимоти попросил медсестер сопровождать его во время обследования, чтобы убедиться, что с 2 малышами все в порядке. Это была необычная процедура, и одна из медсестер объяснила, что требуется разрешение главного врача. Это было проблемой для Тимоти. Проблема Тимоти в этом заключалась в том, что он не хотел, чтобы доктор знал об особой просьбе, поскольку еще не полностью доверял ему. Она боялась, что врач отнесется к ее опасениям не так серьезно, как в прошлый раз. Врач мог отказаться от дополнительного обследования, сославшись на ненужные расходы или что-то в этом роде. Тимоти рассказал об этом медсестрам, рассказав о своем предыдущем опыте общения с этим врачом. Просьба Тимоти поставила медсестер в трудное положение. Что было важнее – соблюдение процедур или само медицинское обслуживание. Медсестры обсудили этот вопрос между собой и в конце концов решили выполнить просьбу Тимоти. В конце концов, их опасения были понятны, хотя они и представить себе не могли, что доктор проявит такую непрофессиональную реакцию. Тимоти предсказывал это. Пока медсестры продолжали делать анализы, Тимоти быстро вернулся к своей жене, чтобы утешить ее. Какое это должно быть облегчение для Дейзи. За последние 9,5 месяцев ей пришлось через многое пройти, и теперь самое трудное наконец-то позади. По крайней мере, так им показалось на мгновение. Маргарет посмотрела Тимоти в глаза, несмотря на всю свою усталость. Она ясно дала понять своему мужу, что все, чего она сейчас хочет, это подержать своих драгоценных малышей на руках. Тимоти понимал, что для этого может потребоваться некоторое время. Он объяснил ему, что назначил дополнительные анализы, чтобы убедиться, что оба малыша в добром здравии. Маргарита была немного рассержена, но полностью успокоиться Маргарет не могла. Она действительно понимала, почему ее муж потребовал этого, и рассудительно признавала, что это действительно разумный шаг. Однако она также скучала по новорожденным детям, которых вынашивала столько месяцев. Кроме того, Маргарита тоже понимала, что что-то может быть не так. Время тянулось медленно, минута за минутой, пока, спустя более 2 часов, кто-то не постучал в дверь. Пара ждала у кровати в таком напряжении, что никто из них не пошевелился во время ожидания, даже чтобы сходить в туалет. Тимоти подтвердил, что они все еще там, и что медсестра может войти. Муж и жена, не находя себе места, конечно же, ждали, когда войдут 2 медсестры, которые приведут с собой младенцев и примут их роды. Вместо этого, когда помещение открылось в финансовом отношении, это предсказание оказалось ложным. На самом деле Тимоти и Маргарет столкнулись с видением, которого они совсем не ожидали. На самом деле вошла не медсестра, а мужчина в форме врача. Врач, который появился и который помогал Маргарет при родах, а также раньше. Врач, которого они очень хорошо знали, но также и врач, которому они не полностью доверяли. Сейчас он был здесь с беспокойным выражением лица. Тимоти и Маргарет сразу поняли, что что-то не так. Он едва мог смотреть в глаза этой паре. Когда они общались раньше, доктор казался достаточно строгим и уверенным в себе. Но сейчас он был похож на кого-то другого. Он шел медленно, действовал нерешительно, держа руки сложенными перед грудью и расправив плечи. Они оба, лежа в постели, никогда не видели такого поведения с его стороны. Но прежде чем Тимоти или Маргарет успели что-либо сказать или спросить, что происходит, доктор, заикаясь, произнес: «Извините. История». После этих слов мужья и жены почувствовали, что их мир рушится. Доктор сделал долгую паузу, прежде чем продолжить. Тимоти сразу почувствовал, что с детьми что-то не так. Как это могло случиться? Для большей уверенности были запрошены дополнительные анализы. Оказалось, что Тимоти был прав лишь отчасти. В результате обследования было сделано заключение, что близнецы подхватили бактерию во время беременности Маргариты.
Доктор объявил об этом очень серьезным тоном. Если бы у Тимоти в голове не звучал голос, говорящий ему о необходимости дальнейшего обследования, они бы уже могли покинуть эту комнату. Если бы они их отпустили, ситуация была бы очень проблематичной. К счастью, как теперь выяснили медсестры, бактерии легко поддавались лечению, и предполагалось, что младенцы не будут страдать от них всю оставшуюся жизнь. Они пришли к выводу, что, скорее всего, бактерии были подхвачены из-за болей в животе у Маргариты. Доктор прекрасно осознавал тот факт, что все эти месяцы он по большей части игнорировал эти жалобы. Он очень переживал из-за этого. «Совершить такую ошибку было непростительно», – подумал он. Прежнее отношение доктора едва не привело к катастрофическим последствиям. Только потому, что Тимоти испытывал к нему недоверие, этого удалось избежать. Доктор был там, смущенный, со слезами на глазах, и спрашивал, сможет ли пара когда-нибудь простить его за его действия. Можно было бы ожидать, что Тимоти и Маргарет будут испытывать трудности с прощением доктора. Вместо этого они были очень счастливы, что их близнецы здоровы и невредимы. Хотя они так долго ждали в крайнем напряжении, теперь, наконец, тяжесть всего мира свалилась с их плеч. Тяжесть свалилась из плеч доктора, и он пообещал себе, что с этого момента его отношение ко всему сильно изменится. Наконец, пришло время, когда Тимоти и Маргарет вышли из больницы на следующей неделе. Они были уставшими, но, главное, очень счастливыми. В последующей неделе было установлено, что бактерии больше не вызывали проблем со здоровьем. Семья с нетерпением ждала возможности провести остаток своей жизни вместе.